Добрый день, дорогие друзья, подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил. В предыдущем ролике на моем канале, вот в этом, если не смотрел, то настоятельно рекомендую, в подсказке, в описании ссылки есть, и на канале тоже можешь его увидеть. Мы с вами посмотрели на новый руль от PXN, модель V12 Lite. Сегодня я бы хотел продолжить знакомить вас с этим устройством, посмотреть на программное обеспечение, которое специально для этого руля и не только существует, но также посмотреть на работоспособность этого руля в тех играх, в которые мы с вами когда-то играли, и в принципе в тех играх, для которых он, грубо говоря, и создан. Итак, начнем мы с программного обеспечения под названием PXN Racing, которое было, насколько я знаю, PXN недавно разработано и выпущено, так сказать, в массы. В этом приложении, в этой программе, точнее для компьютера, помимо того, что есть приложение для мобильных телефонов, для мобильных устройств, которые по Bluetooth с рулем коннектятся и можно там все настройки произвести, есть еще вот такая вот программка, в которой есть масса вкладок, и давайте пойдем по порядку. Во вкладке Home мы видим те устройства, собственно, руля, которые у нас подключены. Само собой, это база, это рулевое колесо и это педальный блок. Давайте начнем с рулевого колеса. То есть программа предназначена для того, чтобы забиндить кнопки всякие разные, сделать удобные вам профили, чтобы вы могли включать там все одним нажатием. Здесь мы можем видеть вот в реальном времени все, как отрабатывает. Здесь можно выставить угол поворота руля, то есть сейчас стоит 900 градусов, 450 в одну сторону, 450 в другую. Также здесь вот эти вот переключатели, которые я показывал вам подробненько, то есть все мы кнопочки здесь можем понажимать, все это проверить, все это забиндить. Крестовина, вот, пожалуйста, она работает в 8 направлениях, то есть вверх-вниз, влево-вправо, ну и, соответственно, там северо-запад, северо-восток, юго-восток и юго-запад, если вот так вот. Ну и, в принципе, да, вот они, все кнопочки работают, все прекрасно, все можно забиндить, все очень круто. Подрулевые лепестки тоже здесь отображаются, все замечательно. Дальше идет индикация базы, и здесь именно отображено то, насколько она сейчас нагрета, то есть ее температура в режиме, так сказать, реального времени, так как у этой базы и существует внутри установлена какая-то модная продвинутая система охлаждения, то есть за температурой здесь довольно-таки пристально можно наблюдать и нужно, потому что база достаточно серьезная и перегреваться в каких-то очень активных играх она может достаточно сильно. Ну и педальный блок, само собой, это у нас газ, это у нас тормоз и это у нас сцепление. Все здесь есть, все здесь замечательно. Дальше поехали. Далее переходим во вкладку Wheel, то есть настройки непосредственно только рулевого колеса. Данная программа, кстати, на английском и китайском языках, в то время как приложение для мобильных устройств адаптировано, переведено на русский язык. Кривовато, конечно, да, но тем не менее переведено, плюс-минус там можно что-то понять. Здесь можно, во-первых, выставить пресеты для игр, которые поддерживает этот руль. То есть эти игры в основном, они как бы, ну, под них прям четко заточен этот руль. Ну, тут видите, все на китайском. Можно выцепить какие-то названия, вот, допустим, Gran Turismo 7, F1. Если мы видим 2.0, то есть это Dirt Rally, насколько я помню. Кстати, здесь же в мобильном приложении есть все те самые пресеты, которые и отображаются здесь, то есть это Assetto Corsa, Dirt Rally, Gran Turismo, Формула 1 и так далее. То есть можно, допустим, для Gran Turismo какой-нибудь выбрать пресет, сделать его действительным, то есть активировать, и тут сразу меняется подсветка, все, что с этим связано. Кнопки можно забиндить, перебиндить, в общем, сделать все, что вы с ними только хотите. И вот здесь есть несколько секций этой самой RGB панельки, которые можно настроить как вы абсолютно хотите. Если, допустим, да, хотите, чтобы она там переливалась, грубо говоря, там цветами радуги, сделать как-то это вот так вот, и оно будет отображаться просто как, ну, как RGB во всех своих этих, как говорится, во всех своих цветах. Применяется оно автоматически. Здесь все это я вам, если не забуду, то покажу вот с этого ракурса. Смотри, пока я не забыл, здесь справа есть еще иконочки. Первая из них у нас включает или отключает вот эти вот вторые лепестки, то есть они же здесь двойные с обеих сторон. Вторые лепестки, которые служат сцеплением. Далее можно руль откалибровать, если, допустим, у вас сбился центр, сбилась середина, можно нажать сюда, и руль автоматически выставит себя в дефолтное положение. Посмотреть температуру базы здесь же вот в отдельной вкладочке и отрегулировать
режим работы вентилятора, то есть системы охлаждения. Либо ее выключить совсем, либо сделать ее достаточно такой, ну, слабенькой и низкой, либо включить high, и тогда, ну, я не знаю, сейчас вы слышите или нет, вряд ли, наверное, но тогда вентилятор там и система охлаждения начинает работать на полную, и это очень и очень хорошо на самом деле слышно. Но пока что у меня стоит настройка low, чтобы, ну, сильно вентилятор не жужжал. В следующей вкладке настройка базы. Мы можем отрегулировать угол поворота, силу форс-фидбэка. Кстати, здесь вот в приложении все то же самое, только на русском языке. Обратная связь, сила пружины, сила затухания игры, трение, инерции и так далее. Максимальное число оборотов и чувствительность к дороге здесь вот где-то есть в самом конце. Кстати, чувствительность к дороге очень интересно будет проверить в American траке или в Евротраке где-нибудь, знаешь, на грунтовочке, чем мы чуть-чуть попозже займемся. Педальный блок, мы видим все 3 педали, которые можно тоже настроить, соответственно, выставить вот эти кривые, там как-то чувствительность, как-то плавность их хода, нажатия, все это можно сделать. У нас вкладка настройки шифтера, если он подключен, если у вас, допустим, есть шифтер в модели PXN B12 или там B10, то здесь, соответственно, тоже все забиндить, все перебиндить, как говорится, здесь можно. Во вкладке дашборд отображаются те игры, которые официально поддерживаются данным рулем. Кстати, одну из них мы сегодня с вами посмотрим. Далее вкладка Upgrade. И смотри, педали и база у меня в самой последней версии, то есть программное обеспечение, самое актуальное. А чтобы, внимание, чтобы, если кто-то не смотрел обзор, то чтобы обновить руль, само рулевое колесо, делается это отдельно, и делается это с помощью подключения рулевого колеса. Здесь, если я не забуду, тебе я сейчас кадр вставлю, подключение рулевого колеса через USB напрямую к компьютеру, и после этого уже происходит обновление самого рулевого колеса. Это я уже сделал, поэтому здесь тоже все самое-самое актуальное. Ну и само собой вкладка настройки. Здесь я думаю, что в принципе плюс-минус визуально тебе даже все понятно. Язык там запускать вместе с системой и все так далее не особо интересное. Ну что, теперь давайте сделаем так. Мы посмотрим на несколько игр, точнее на этот руль в нескольких играх, которые когда-либо были на канале и в которых мы тестируем те или иные устройства, и работа которых в этих играх мне наиболее интересна. Итак, мы находимся в American траке. Почему не в Евротраке? А потому что у меня для Евротрака запланирован отдельный специальный ролик. Что будет в нем, вы узнаете, если останетесь на канале и будете следить за тем, что здесь выходит. Короче, смотри, ребятушки, в своем обзоре, да, я соглашусь, немножко, прикинь, да, вот уже не первый десяток лет играю в эти все игры, но не знал, что здесь в игровом процессе есть в настройках диапазон анимации руля. Сейчас в приложении, то есть на базе, и в игре стоит 1080 градусов. Несмотря на то, что большинство рулей обладают 900 градусами, есть некоторые рули, которые поддерживают, там тросмастеры всякие, которые поддерживают максимум 1080. Напомню или скажу впервые для тех, кто не знал, что этот руль поддерживает 1600 градусов. То есть это, насколько я помню, по 2,5 оборота в каждую сторону. И, короче говоря, было бы скучно, если бы, да, мы на самом деле просто прокатились по асфальту. Да, руль очень крутой, он очень классно отрабатывает. Было бы замечательно, конечно, все это. Но сейчас нам нужна грунтовочка, и мы ее нашли. Она находится вот здесь, вот, да, одна из грунтовых дорог, одна из скрытых дорог в этой игре. Вот, я ее нашел, смотри, все, я уже чувствую, как, короче, руль становится очень тяжелый. В приложении я попробую сейчас в самом конце чувствительность к дорожному покрытию поставить не на 50%, как это стоит по дефолту, а бахнуть на 100%. Применение завершено, и чувствительность к дорожному покрытию сейчас у нас составляет 100%. То есть все 6 ньютонометров этой базы теперь чувствуют это покрытие. И на самом деле рулить очень тяжело. Такое ощущение, что да, вот она чувствуется, колея. Камера, наверное, будет качаться, но потому что база отрабатывает ого-го. Как она находится? Она у меня на том же самом столе, на котором и закреплена камера. База отрабатывает очень круто, чувствуется прям, знаешь, чуть ли не каждая кочка. И это прям очень, это прям шикарно, серьезно, это непередаваемые такие ощущения. После шестереночных рулей, которые все гремят, стучат, скрипят, это прям, ну, во-первых, это, опа, видишь, что творится, вот что делается. Грузовик
Тихо. Грузовик у меня очень низкий, судя по всему, я сейчас колею собрал вот этим вот своим бампером. Ну да ладно, пофигу, нам не жалко. Что я там говорил? Несмотря на то, что сила... Да ты успокойся, может из колеи как-нибудь выберемся вот так вот. Сила, несмотря на то, что достаточно велика, руль абсолютно бесшумный. Это Direct Drive, напомню, который никаких шестеренок, никаких ремней. У меня был опыт использования и шестереночных рулей, и пробовал я кататься на рулях, которые на ременном приводе. Я вам скажу, это не сравнится абсолютно. Ну и само собой, очень круто, что можно выставить огромный просто градус руля. У нас сейчас 1080, а в следующем видео по Евротраку мы с вами попробуем 1600 градусов. То есть как это чувствуется на дороге, но я могу сказать сразу, чем больше градусов, тем круче. 1600 это прям, ну, что-то нереально огромное какое-то количество, поэтому... Если хочешь посмотреть, как это там будет все себя вести, как это будет ощущаться, услышать мое мнение, мои впечатления, то обязательно оставайся на канале. Ну а мы переходим в следующую игру, пока не знаю в какую, но сейчас через секунду буквально ты это узнаешь. Итак, мы в богом забытом City Car Driving. Да, когда-то там скоро, не знаю, но в общем в планах City Car Driving 2.0, по-моему, но пока что довольствуемся тем, что имеем. Короче, переходим сразу в управление. Несмотря на то, что эта игра, ну, абсолютно никак не... Точнее, этот руль абсолютно никак не заточен, не оптимизирован и не подходит, по идее, да, формально для этой игры, все здесь прекрасно чувствуется, все здесь прекрасно работает. Выбираем руль, допустим, если нам нужен газ, нажимаем, все спокойно, настраивается, если нам нужен руль влево, соответственно влево, вот оно все ощущается, все работает. Теперь поехали посмотрим, как здесь обратная связь вообще работает. Итак, мы в City Car Driving, блин, я 100 лет тут не был, как же он отвратительно выглядит, как же он надоел, но тем не менее игра легендарная. Смотри, короче, начинаем мы сразу с запуска двигателя. Внимание на камеру, на меня, и сейчас просто будет что-то. Я думаю, что вы это слышали. Я немножко сделаю так, чтобы вашим ушам было более-менее приятно, но все равно вы что-то услышите. Короче, сейчас у меня стоят все те же 1080 градусов. Вот только что я до упора руль прокрутил в одну сторону. И давай-ка вспомним, как это тут все делается. Во-первых, включим свет, во-вторых, пристегнем ремень безопасности. У меня коробка автомат, у меня Corolla. Так, а как тут? Ага, вот все, я назначил заранее. Можно все четко с помощью крестовиночки посмотреть. Можно вот так вот выехать аккуратненько. Ух ты. Все тихо, стоп. Переключаем передачу на драйв. Это все очень долго делается, вот так вот. Короче, руль здесь, я тебе скажу сразу, он очень тяжелый. Вот сейчас вот то, что было, да, вот это движение, он мне просто вырвал руки. То есть, да, само собой, он здесь отрабатывает в более таком, ну, в таком пружинном режиме. То есть он возвращается очень сильно, поскольку, ну, для этой игры руль, ну, абсолютно никак вообще не адаптирован. Но, тем не менее, он замечательно работает. То есть, вот, пожалуйста, есть вот такой вот... Тихо. Есть вот такой вот момент, это на многих рулях такое в City Car Driving. То есть, смотри, на скорости... Честно говоря, если куда-нибудь палец засунуть, тебе его переломает просто. Но тем не менее, все это можно как-то отрегулировать, да, если у тебя, допустим, есть время, если ты очень хочешь поиграть в City Car Driving, то это все без проблем можно отрегулировать в приложении, в программе. То есть сделать, несмотря на то, что, повторюсь еще раз, руль под эту игру не адаптирован, или наоборот, но суть одна. Так, юзом пошли, жив остался. Можно как-то поколупаться в настройках и сделать именно для этой игры более-менее такой терпимый режим. Но я бы не сказал, что сейчас мне как-то дискомфортно играть. Единственное, да, вот это вот... Блин, как это страшно. То есть, ну, 6 ньютон-метров, ты понимаешь, что здесь вот если... Я не буду экспериментировать, сейчас запихивать палец. Там, я не знаю, соберем там 1000 лайков, я... Ну тут прям реально, тут прям мясорубка, смотри, что происходит. Прям он нереально сильный, но тем не менее играть вполне себе комфортно. То есть вот я расслабился, я сижу, я машину контролирую даже на такой дикой скорости. Есть обратная связь, да, есть все это прекрасно работает. Давай попробуем вообще
юзом сейчас проедем 3 километра. А теперь выедем на... Ну, не на асфальт. Выйдем на травушку и смотри. То есть все здесь, все как надо. Игре 300 лет, руль свежайший. Но это все работает. Это все работает и повторяет, как бы, да, ландшафт, который на самом деле, типа, есть сейчас вот под нашими колесами. Несмотря на то, что, да, это все очень гремит как-то там. Вот так вот. Но это все работает. Это все круто. Давай попробуем отсюда выбраться. Главное, сейчас налево не смотреть. Так, подожди, нет, бабульку мы пропустим, пожалуй. Посмотрим налево, чтобы нам вынырнуть. Ну да, бабулька будет идти очень долго. Ты знаешь, как в Гарри Поттере в 3-м, когда они там на красном автобусе бабку чуть не сбили. Надо было трогаться срочно. Вот у нас сейчас все то же самое. Руль здесь очень тяжелый. Прям, ну... У меня сейчас стоит максимальная отдача, максимальная сила, там максимальная чувствительность к дорожному покрытию. Но опять-таки повторю, что это City Car Driver, который, ну, уже пора давным-давно на полочку куда-нибудь отложить. Но тем не менее, игра любима многими, поэтому если у тебя такой руль, ты можешь кайфануть. Да. А теперь перемещаемся в другую игру, в ту, которая, в одну из тех, которая прям четко прям предназначена для этого руля. Точнее, наоборот. Руль предназначен для этой игры, и есть прям отдельный пресет. Итак, мы в Assetto Corsa, не компетизионе, обычная, но тем не менее. Смотри, я сейчас захожу, прям сразу ставлю быструю конфигурацию для Assetto Corsa. Да, применяю 900 градусов, сила трения. Короче, все здесь выставилось, все здесь заработало. Давай посмотрим, давай проверим. Так, выберем какую-нибудь, я думаю, без соперников, просто чтобы нам по треку прокатиться. Так, сначала машину давай выберем. Я, знаешь, ну, не против, если бы это была вот М4, да, почему бы и нет. Ну она в DLC, спасибо. Спасибо, на втором мониторе вылезла сразу страница с покупкой. Короче, ладно, мы в гонках, поэтому берем гоночную М3, GT2, все хорошо. Дальше выбираем трек, а есть, как он называется, Brands Hatch есть, пожалуйста, мне он очень нравится, он прям крутой. Да, есть Brands... Тоже DLC. Так, ладненько, поехали дальше тогда. Nürburgring. Да ты серьезно? Ну давай обычный GP Nürburgring. Более-менее знаю его вроде бы. Так, сейчас тут... Короче, в настройках, само собой, все это... Вот смотри, даже я тебе давай Controls покажу сразу же. Controls. Вот, пожалуйста. Здесь все здесь работает, все здесь отображается, все здесь можно потыкать, все поназначать. То есть, ну, прям вот четко, прям как доктор, как говорится, прописал. Все, мы возвращаемся. Сейчас я делаю плюс-минус настроечку, чтобы нам можно было погонять. И увидимся на треке. Очень редко такое говорю, но тем не менее. Блин, как я вот люблю это, серьезно. Вот, ну, прям очень люблю я симрейсинг. Не занимался, но прям вот на уровне любителя это прям кайф. Короче, мы в питах на Нюрбургринге, GP-шном, обычном, коротеньком, маленьком. И, короче, поехали. Все. Кстати, здесь это самое, я механику поставил, чтобы вы видели и слышали, как, собственно, работают эти, отрабатывают лепестки. Я ни разу не гонщик, ну, типа от слова совсем, особенно на механике, то есть для меня это, ну, дело такое непривычное, но тем не менее, блин, красота, просто красота. Очень-очень круто себя руль ведет. Там, кстати, стоит настройка на этот... Стоит настройка на Assetto Corsa, то есть здесь сейчас максимально вообще прям условия приближены. Так, ну-ка подожди, едь нормально. Я немножко забыл трек. Громкие, слышишь, да, магнитные подрулевые лепестки? Блин, классно. Тут, несмотря на то, что, короче, просто стоят помощники, всякие разные трекшены и так далее, но тем не менее, смотри, прям, ну прям классно, серьезно. Руль отрабатывает очень круто. Да, в передачах я немножко путаюсь, но ну да ладно. Это как бы мне простительно человеку, который привык всю жизнь просто-напросто одной рукой сидеть, одним мизинцем, играть в этот самый, как он называется? Что-то. Он мне не дал понизить передачу, но и правильно сделал. Короче, одним мизинцем в Евротрак, American Track играет, и, в принципе, вот, ну, такое дело. Блин, вот не на запись, да, когда просто можно на самом деле сосредоточиться, ну, чтобы не допускать вот такого, например. Можно сосредоточиться, можно, короче, все это дело изучить и прям, ну, прям реально получать просто массу удовольствия, потому что это очень круто. Здесь, как вы видишь, это режим практики, здесь нету соперников,
Но, тем не менее, вот так вот покататься, потренировать какие-то свои, если кто-то прям очень сильно интересуется этим, занимается, потренировать какие-то свои навыки, я думаю, что, ну, это очень круто. Это прям серьезно. Прям максимально. Давай уж как бы круг-то мы с тобой проедем. Так, нет, второй. Ага, все, выезжаем. Вообще про траекторию забыл, про все забыл и про передачи забыл. Но тем не менее, круг проехали, все, можно потихонечку останавливаться. Опачки, на нейтралочку заглох немножко на первой передаче. Все, ребятушки, пока что давайте мы соседа Корса на этом попрощаемся и перейдем в последнюю игру, в которой мне очень интересно посмотреть работоспособность этого руля. Ну что, поехали дальше. Завершающая на сегодня игра Forza Horizon 5. Все, что мы сегодня здесь увидим, также и распространяется на Forza Horizon 4. Короче, в настройках управления есть настройки руля. Тут все вот эти вот какие-то... Если, кстати, кто-то обладает таким рулем, зашли в настройки, и у вас здесь пусто, просто ничего вообще нету, то на клавиатуре просто делаем вот так вот, переходим в расположение, и влево-вправо у вас появится все вот это вот. Сейчас я быстренько все назначу, и мы переместимся уже непосредственно в мир Forza Horizon 5, чтобы посмотреть, как там этот руль работает. Итак, мы здесь прекрасно. Audi RS6, обожаю ее просто-напросто. И смотри, мы перемещаемся сразу в салон и видим, да, что, ну, игра под руль-то она как бы вообще никак, тем более под этот. И анимацию мы видим вот только вот такую вот на 180 градусов. Поэтому целесообразно и более так приятно глазу, я думаю, было бы поиграть вот от такого, с видом от торпеды, так сказать. Ну и поехали, посмотрим, как он работает здесь. Руль абсолютно вообще типа для этой игры ну никак не предназначается, но тем не менее, знаешь, мы вот сейчас едем по грунтовочке, оно все отрабатывает. Оно все отрабатывает без каких-либо проблем. Просто зашел, пару кнопок потыкал для того, чтобы назначить непосредственно эти, как они называются-то, ну, все активные действия, там влево-вправо, газ, там передача вверх-вниз, я сейчас на автомате. Но тем не менее, все назначил и поехал кататься. Да, в какую-нибудь вышибалу это было бы просто отвратительно, но тем не менее, руль здесь прекрасно работает. Как и во всех остальных, да, как в том же City Car Driving. То есть я прекрасно чувствую обратную связь, я прекрасно чувствую усилие. То есть все кнопки налево, направо, там назад, посмотреть куда угодно. Все здесь работает, вид меняется, как бы, и вот оно. Красота, отлично. В общем, ну, если хотя вот на трассе, да, где рулем особо так сильно елозить не надо, можно, в принципе, поиграть с видом просто обычного от первого лица, да, когда видно руль. Но в других же моментах, когда приходится поворачивать, и когда анимация не отрабатывает, кстати, я сомневаюсь, что она здесь, как в Евротраке, настраивается, да, типа на градус, но не знаю, я не собираюсь, чтобы прям играть в Forza Horizon, тем более в какую-нибудь вышибалу там на руле, это просто, ну, самоубийство, а вот так вот, ну, покататься почему бы и нет, очень круто, и руль чувствуется, руль очень хорошо чувствуется. Вот такие вот дела. Кстати, еще один момент, не знаю почему так, но у всех Forza Horizon 5, наверное, в 4 тоже, на рулях, которые не имеют официальной поддержки этой игры, да, как Logitech, там, Trustmaster всякие, падает FPS. Вот сейчас он у меня держится в районе 55, несмотря на то, что обычно переваливает там за 100 с лишним. Я просто пытаюсь руль удержать, понимаешь? Вот я поэтому заткнулся. Короче, все те рули, которые не имеют официальной поддержки в этой игре, они почему-то просаживают кадр. То есть, как только ты переключаешься на клавиатуру, допустим, да, на какую-нибудь кнопку нажимаешь, у тебя FPS возвращается. Как только ты, как бы делаешь какое-то движение рулем, игра понимает, что да, ты сейчас будешь управлять именно с руля, да, начинается, просадка FPS незначительная, в принципе, играть можно, да, там в районе 50-60 держится, но тем не менее все равно неприятно. Вот такие вот дела, ребятушки. Давайте я не знаю, мы, может быть, съедем куда-нибудь на более живописный участочек, да, вот прям вот так вот. Блин, тут, конечно, отлично. Почти.
на более какой-нибудь живописный участочек, вот, да, вот где вот надо поелозить посильнее рулем. Я его прям держу тут обеими руками, потому что, ну, очень тяжело на самом деле. Настройка какая-то там дефолтная стоит, но можно также поиграться, попробовать поставить настройку там, допустим, для Assetto Corsa или для ралли и посмотреть, что же из этого выйдет. У меня на сегодня на этом все. Всем огромное спасибо. Надеюсь, еще кому-то помог, возможно, сделать выбор в пользу этого руля при покупке. Ссылки вы найдете в описании. Также еще промокод есть на скидку при покупке этого руля. В закрепленном комментарии успевай до 31 августа еще пока работает. Огромное всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Не болейте, будьте здоровы, берегите себя и близких. Всем удачи. Всем пока.